Всем привет, ребята! Сегодня у нас сборочка на МП-7. Это новое оружие, которое вышло в этом сезоне. Так вот, и для начала я хотел бы вам сказать, если вы задаете какие-то вопросы, не надо задавать их мне в игре или в Дискорде. На них я отвечаю примерно с вероятностью в 5%. И чем больше народу у меня спрашивает что-либо, тем меньше шансов того, что я отвечу. Но зато в комментариях под видосами я всегда отвечаю. Буквально всегда, потому что меня YouTube по-другому не пропускает. И желательно, если вы хотите задать новый вопрос, создавайте новый комментарий. Не надо ответ в ответе и так далее. Так вы более четко будете понимать, что и к чему. Так вот, ребят, сборочка на МП-7. Мне ее скинул полностью мой друг Ромчик. Он играет Хром. Многие его, наверное, знают. Смотрите. Во-первых, это оружие обладает таким себе, с не очень высоким уроном. Но, опять же, 28 единиц при его-то скорострельности это довольно-таки неплохо. Но это, считайте, замена СМГ потопа. В чем прикол вообще этого оружия? Он типа должен полностью заменять этот потоп. Но, опять же, он стоит 400 кусков. Если вы его покупаете и хотите собрать, вот эта сборка собрана чисто на то, чтобы поиграть. То есть человек у меня покупает карты и себе спокойненько играет, постоянно собирает такую сборку. Ему понравилось, и мне тоже зашла. Прикол этой МП-7 в том, что у нее практически нету отдачи. Ее контролировать максимально легко. Во-первых, мы берем или голографическую оптику, или красную точку, анализ слабости и стрельбу по рукам. Потом, насчет дульняка можно поставить еще пламя-гаситель. Но опять же, улучшение ствола, чтобы увеличить скорострельность оружия. И что-то нужно на пробивание и увеличение дальности. Значит, ставим улучшение винтовки. Потому что вы все равно ее будете использовать вблизи. Дальше что у нас по списку? Удлиненный магазин. Смотрите, здесь можно поставить, в общем так, 3 вида. Я бы рекомендовал вам короткий магазин, чтобы быстрее все перезаряжать. И какой именно? Фильтр. В основе я использую на таких оружиях скорострельных кластерную боеголовку, поскольку она для ближней дистанции, и двойную обойму. Почему двойную обойму? Чтобы быстрее перезаряжать ее. Это очень важно. Оно пополняет 50% магазина. И в итоге, в случае чего, если там видите, что противник ваш, оппонент, затупил, вы можете еще раз нажать перезарядку, оно зарядит вам полный магазин. Вместо кластерки еще можно поставить, понятное дело, там, скажем, или возвратку, она стоит 8000, или термитку, она стоит 12500. И то, зависит от процентовки самой термитной пули. Я обычно ставлю, если честно, только двойной обойм. Мне так более комфортно и спокойно на душе. Так вот, продолжим. Что касательно приклада. Ребята, смотрите, здесь стоит сплав памяти и треугольный баланс. Можно поставить, если вы там используете легкость прежде всего и так далее, легкий приклад и сплав памяти. Это очень важно, потому что смотрите, как работает вообще сплав памяти. Когда вы бежите или идете, у вас разброс не меняется. То есть вы стреляете, будто вы стоите на месте. Стрельба ведется от бедра. Это и есть сам разброс. И легкий приклад. А дальше уже как хотите. Тут главное сплав памяти поставить, и можно ставить все что угодно еще дополнительно. Но самый идеальный, так сказать, способ это треуголку поставить, чтобы хоть немножечко еще там на 5% уменьшить отдачу. Или можно поставить банально, просто сплав памяти. Каждому свое. И что касательно ручки. Понятное дело, что ставим улучшенную, потому что она уменьшает отдачу на минус 25%, когда вот это уменьшает просто на 15. То есть уже видим выгоду. И что можно вообще еще поставить? Вообще я обычно беру цевьё для большого пальца, чтобы быстрее входить в прицел. Вот видите, скорость движения АДС увеличивается на 100%. Но также хорошая шняга, я обычно вот ее использую, это динамическая помощь и триангуляция. Она не всегда бывает, и ее цена колышется, кстати, от 6000 до 15. Примерно так. Дороже покупать ее не стоит.
Что она дает? Динамическая помощь. Скорость движения АДС увеличивается на 25, то есть вы быстрее входите в прицел. И при движении нету раскачивания прицела. Классная штука, это жесть. И триангуляция, которая уменьшает всю отдачу. И опять же увеличивает скорость движения АДС. В итоге мы получаем... Не, что это? Я купил. Понял? Так вот. И в итоге получается у нас примерно вот такая вот МП7. Давайте ее проверим на шутинг рейнже, то есть на стрельбище. Как она вообще себя ведет? Но единственное, что, ребята, я вам хочу сказать, что это очень дорогое удовольствие. Я не думаю, что каждый с ней будет бегать. Но, скажем, на кастомке она сойдет. В основном на кастомках будут использоваться серые патроны. И, скажем, берем... Ну, вот, максимально быстро. То есть вот отсюда начинается у нас 30 метров. Отдача хоть и есть, но ее не бросает влево-вправо. Так как обычно. То есть довольно-таки комфортное оружие. Интересный звук стрельбы, кстати, послушайте. Такое ощущение, что вы наваливаете, скажем, с СМГшки в реальности. Если посмотреть отдачу таким вот образом, мы видим, что влево-вправо ее не очень-то и раскачивает. Плюс сама скорость хождения ВДС. Неплохая, но все-таки я люблю увеличивать. Тут стоит импульсная индукция улучшения хватки. Единственное, что можно поставить просто импульсную индукцию, чтобы ее меньше бросало влево-вправо. Но поскольку у нее и так, поскольку видите, влево-вправо идет не очень большой разброс, можно его и не ставить. Банально. То есть, по сути, неплохо. Ребят, всем спасибо за просмотр. Если вам этот ролик был полезен, не скупитесь на хотя бы на лайкусик или дизлайк, кому как. И оставляйте комментарии. Я жду.